Британия готовится к предвоенной эпохе. Лондон создает гражданскую гвардию для защиты страны от атак. Противниками названы Россия, Иран и Северная Корея. Что предстоит пройти британцам, в чем суть гвардии? Раздел Украины между США и Россией. Западная пресса пишет о тревожных звоночках для Киева в преддверии переговоров Путина и Трампа. Что и кому достанется? Масштабный план Америки, 22 пункта для завершения войны. Посланник Трампа опубликовал детали. Говорится ли там о переделе страны? Захарова обвиняет Мерца в информационной тишине и скорой передаче Украине ракет «Таурус». Морская битва 2.0. Балтика кипит. Россия наносит ответный удар по Эстонии. Что известно о задержании судна российскими силами? Заявление Путина о готовности воевать до конца. Зеленский вызывает Кремль на разговор. Масштабные протесты против закона об иноагентах, а также удар и испытание России межконтинентальной ракеты. Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. Морская битва 2.0. Балтика закипает. Россия задержала эстонский танкер. Эстония обещает жесткий ответ. Green Admire, вышедший из эстонского порта Силомяя, теперь на якоре у острова Гокланд. Судно под флагом Либерии направлялось в нидерландский Роттердам с грузом сланцевой нефти. Танкер следовал по согласованному маршруту, проходящему через российские территориальные воды, что ранее считалось безопасной практикой для крупных судов, чтобы избегать мелководья в эстонских водах. По данным эстонского департамента транспорта, танкер вышел из порта Силомяя вечером 17 мая. Уже спустя несколько часов оно было задержано. Глава МИД Эстонии Маргус Цахна назвал инцидент проявлением непредсказуемого поведения РФ и говорит, что НАТО уже в курсе, что творит Россия. Таллин уже принял решение: в будущем суда, которые выходят из этого порта, будут направляться через исключительно эстонские территориальные воды, чтобы избежать подобных ситуаций. Этот случай стал первым, когда Россия задержала судно, вышедшее из эстонского порта. При этом Эстония готовит также жесткий ответ. Премьер страны уже заявил, что Таллин не откажется от контроля в Балтийском море и при необходимости будет задерживать российские суда, входящие в так называемый теневой флот. Михал говорит, что это просто необходимо для безопасности Эстонии, Балтийского региона, а также исполнения санкционного режима, введенного Евросоюзом против России. Я думаю, что все страны вокруг Балтийского моря, а также в датских проливах, будут продолжать мониторинг и проверки судов теневого флота. Россия начинает немного нервничать из-за этого. Но это не меняет сути дела. Если честно, более половины, я бы сказал, примерно 60% нефтяных доходов России поступает от судов теневого флота. Так что для них это очень важный денежный поезд. Напомню, что настоящий морской бой, правда без единого выстрела, разыгрался в Балтийском море менее недели назад. Участники все те же – Эстония и Россия. Эстония пыталась задержать танкер «Ягуар», который, как считалось, мог принадлежать тому самому российскому теневому флоту. Впрочем, попытка не удалась, в дело вмешался российский Су-35. После Эстония обвинила Москву в нарушении воздушного пространства страны. Тогда заявлялось, что событие разыгралось в нейтральных водах Балтийского моря. Так вот нас встречают с вертолетами, требуют бросить якорь. Нет Орбану! В Будапеште вспыхнули масштабные протесты из-за закона премьера страны. Столица Венгрии на ушах. Вечером 18 мая перед парламентом собрались тысячи людей. Все они недовольны действиями Орбана, который решил бороться с независимыми СМИ и общественными организациями. Акция уже названа одной из крупнейших за последние годы. Участники протеста заявляли, что это не просто закон, это удар по свободе слова и остаткам демократии. Партия Орбана Фидес внесла законопроект, который ограничивает иностранное финансирование некоммерческих организаций и медиа, если те, по мнению властей, угрожают суверенитету Венгрии. Власти открыто признают, что закон — это в том числе ответ, далее цитата, на украинскую пропаганду, конец цитаты, и проводят параллели с войной в Украине. Более сотни венгерских организаций и СМИ осудили закон, его сравнивают с российским законом об иноагентах, называя это попыткой стереть даже формальные элементы демократии в стране. Венгры говорят о ползучей автократии, о венгерском пути Путина и борьбе за свободу в центре Европы.
Зеленский по-прежнему готов к переговорам с Путиным. О том, что Киев открыт к диалогу в любом формате ради результата, сам Зеленский заявил в Ватикане, где побывал накануне, в частности, на интронизации Папы Римского. Лев XIV принял у себя и Зеленского, и Зеленскую лишь спустя несколько часов после торжественной инаугурационной мессы. Западная пресса пишет, что визит Зеленского в Ватикан стал одним из первых дипломатических контактов Папы Льва с зарубежными лидерами. Однако деталей переговоров между понтификом и семьей Зеленских в стенах Ватикана не так много. Официально заявляется, что обсуждали пути достижения мира, гуманитарную ситуацию в зоне конфликта, а также усилия по возвращению украинских детей, которые были вывезены в Россию. Уже после этой встречи Зеленский и заявил о готовности к контакту с Кремлем. Для миллионов людей по всему миру понтифик является символом надежды на мир. Авторитет и голос Святого Престола могут сыграть важную роль в прекращении этой войны. Мы благодарим Ватикан за готовность выступить платформой для прямых переговоров между Украиной и Россией. Мы готовы к диалогу в любом формате ради ощутимых результатов. Папа Римский также уже четко и публично обозначил свою позицию. Он стал на сторону украинцев и Украины, назвав ее, далее цитата, «мученической страной». Путина и Зеленского он призвал к справедливому и прочному миру. Во время мессы я остро почувствовал духовное присутствие Папы Франциска, который сопровождает нас с небес. В радости веры и общения мы не можем забывать о братьях и сестрах, о детях, семьях, пожилых людях, выживших, но доведенных до голода. В Мьянме новые боевые действия унесли жизни молодых невинных людей. Измученная Украина по-прежнему ожидает начала переговоров ради справедливого и прочного мира. А еще Зеленский встретился с тем, с кем мало не сцепился в овальном кабинете, и тем, кого в некоторых западных медиа и называли зачинщиком конфликта в Белом доме в феврале. Зеленский пожал руку Джей Ди Венсу, поговорил и с Рубио, который накануне провел переговоры с Лавровым. Заявляется, что встреча в Ватикане прошла в более конструктивной атмосфере. Никто ни на кого словесно не кидался, да и внешним видом стороны, судя по всему, были довольны и не перебивали и не хлопали дверями. Сидя за стеклянными столами и без посуды, обсудили пути достижения мира в Украине. Этот разговор состоялся меньше, чем за сутки до разговора Трампа с Путиным. Зеленский говорит, что с Венсом поговорил хорошо. Процитирую его слова. «Обсудили переговоры в Стамбуле, куда россияне направили делегацию низкого уровня, не имеющую полномочий принимать решения. Я подтвердил готовность Украины к настоящей дипломатии и отметил важность скорейшего полного и безусловного прекращения огня». Конец цитаты. А вот спецпосланник Трампа, который уже 4 раза встречался с Путиным, Уитков, считают, что в понедельник Трамп проведет успешный телефонный разговор с Путиным. Уитков акцентирует внимание на том, что Трамп и Путин неплохо знают друг друга. Президент США полон решимости что-то сделать. Если он не сможет этого сделать, то никто не сможет, подчеркнул Стив Уитков. Очень много эмоций, много ненависти, и это кровопролитие должно прекратиться. Я считаю, что в таких переговорах стороны занимают жесткие позиции. Искусство, изящество этого процесса, а президент является мастером в этом деле. Я много раз говорил, что следую его тактике, потому что она работает. Суть здесь в том, чтобы сузить, знаете, ту широкую пропасть между сторонами. И, как мне кажется, в какой-то степени нам это удалось. В какой-то степени каждая сторона обозначает свою позицию. Думаю, понедельник даст нам многое для понимания того, где мы находимся и как нам завершить эти переговоры. Но прежде чем набирать Путина, Трамп сделает еще один звонок. Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что это будет групповой созвон с европейскими лидерами, пишет издание Bild. Трамп переговорит с Мерцем, Стармером, Макроном и Дудой. Телефонная беседа уже согласована и запланирована. По словам Мерца, он обсудил этот вопрос с госсекретарем США Рубио на инаугурации Папы Римского. В то же время в России сейчас обсуждают заявление Мерца. В МИД РФ считают, что немецкий канцлер хоть и заявил, что передача Украине ракет «Таурус» не стоит на повестке дня, верить ему нельзя. Но не будьте наивными. Речь идет об игре слов. Задача канцлера — вывести из публичного обсуждения тему поставок ракет большой дальности, как будто бы их и нет. А на самом деле никто и знать не будет, сколько единиц и когда Берлин передал киевскому режиму.
В то же время западная пресса пишет о другом сценарии, мрачном для Киева. Во время беседы Трамп и Путин могут просто разделить Украину между США и Россией. Такой вариант допускает аналитик по вопросам обороны и безопасности Майкл Кларк. В интервью Sky News он предположил, что Киев рискует оказаться в безвыходной ситуации, когда украинский территориальный вопрос будет решен между Трампом и Путиным без участия Украины. Если это действительно произойдет, прогнозирует аналитик, Украина, скорее всего, откажется от условий и продолжит войну. В таком случае США могут свернуть поддержку, что поставит Киев в крайне тяжелое положение. Украина, конечно же, не хочет ни 30-дневного, ни даже 90-дневного режима прекращения огня, который приведет к мирному процессу, навязанному ей извне, процессу, который будет навязан Путиным и Трампом, встречающимися между собой и игнорирующими позицию Украины. Европейцы всегда подчеркивали, никакой мирной сделки без присутствия Украины за столом переговоров. И здесь снова всплывает старая дипломатическая истина, о которой мы с вами говорили раньше. Если ты не за столом переговоров, ты, скорее всего, в меню. Именно это и происходит. Если Украина не будет участвовать в обсуждении условий мира, она неизбежно станет жертвой этих условий. Опять же, Кит Келлог, спецпосланник Трампа по Украине, говорит, что у Вашингтона есть буквально большой план, в нем более 20 пунктов, и все они должны привести к окончанию войны. Детали этого сильного мирного плана, а именно так его называет Келлог, до конца не ясны. Но первый пункт был озвучен, и первый пункт — это не раздел Украины. По итогам встреч в Лондоне США разработали всеобъемлющий план из 22 пунктов, который служит основой для мира. Первый пункт – всеобъемлющее прекращение огня, которое немедленно останавливает убийство. Напомню, что делегации Украины и России провели переговоры в Турции, которые, как заявляется, стали продолжением стамбульских переговоров 2022 года. Звучали разные версии того, о чем говорили за закрытыми дверями. Известно, что стороны договорились об обмене пленными. Россия спрашивала у Украины, сколько та способна воевать, и вспоминала свой опыт войны со Швецией. Говорилось и о территориях, в частности, о выводе ВСУ из 4 областей. Но также напомню, что недели ранее вице-президент Джей Ди Венс говорил, что у Кремля большие аппетиты, цитирую его слова. «Мы думаем, что они просят слишком много». На вопрос телеведущего ABC News, согласен ли Уитков с мнением Венса, посланник Трампа ответил словами своего шефа. Мол, главное в том, что конфликт очень сложный и вообще эта война не должна была случиться. А тем временем президент Финляндии дает свою оценку тому, что происходит. Он уверяет, что знает настроение Трампа, и тот уже теряет терпение. При этом Ступ отметил, что Трамп и Путин не должны решать судьбу Украины без участия Зеленского. А вообще США должны активировать новые санкции против России. Можно сказать, что Зеленский проявляет терпение, а президент Трамп начинает терять терпение, но в правильном направлении, в отношении России. Накануне, напомню, в сеть выложили, как заявляется, новые фрагменты резонансного интервью Путина. Он заявил, что у России достаточно сил и средств, чтобы довести войну до логического завершения, а результатом, по заявлению Кремля, должно быть устранение причин, которые и привели к войне, а также создание условий для долгосрочного устойчивого мира и обеспечения безопасности России. Кроме того, Москва хочет, чтобы были учтены интересы, далее цитата, наших людей на тех территориях, о которых мы всегда говорим. Там, где проживают люди, считающие русский язык родным языком и считающие Россию своей родиной. Конец цитаты. Итак, о телефонном разговоре Путина, Трампа и Зеленского, о реакции мира и договоренностях, друзья, обо всем этом расскажу в следующих выпусках, как всегда собрав главное, чтобы вы ничего не упустили. Не забудьте подписаться на этот канал, а пока перейдем к другим новостям. Масштабный удар. Украинская разведка накануне вечером заявила о планах России совершить учебно-боевой запуск межконтинентальной баллистической ракеты. Учебно-боевой в сообщении ГУР берется в кавычки. По данным ведомства Буданова, цель такого пуска – демонстративное давление и запугивание Украины, а также стран-членов ЕС и НАТО. Речь идет о запуске межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 из комплекса «Ярс». В сообщении говорится, что запуск ракеты, оснащенной учебным боеприпасом с мобильного грунтового комплекса, поручено выполнить расчету 433-го полка 42-й дивизии 31-й армии ракетных войск стратегического назначения России.
Британия готовится к предвоенной эпохе. Создается гражданская гвардия для защиты страны от атак. Лондон готовится вернуть гражданское ополчение времен Второй мировой войны. Новый проект, предложенный в рамках стратегического оборонного обзора, предполагает создание тысяч добровольцев для охраны критически важной инфраструктуры. От ядерных электростанций до телекоммуникационных узлов и подводных интернет-кабелей. Об этом пишет издание The Sunday Times. Авторы материала уточняют, что Великобритания заговорила о таких планах в условиях растущего давления со стороны России, Ирана и Северной Кореи. И правительство признает, что страна вступила в предвоенную эру. Новая структура будет действовать отдельно от армейского резерва, но с похожей организацией, как современный аналог народного ополчения 1940-х годов. В Лондоне считают укрепление внутренней обороны приоритетом. Стратегия называется «Ёж-Британия». Одновременно запланировано увеличение численности армии с 72,5 до 76 тысяч человек и масштабное переоснащение флота подводных лодок. Хотя военные лидеры Британии уверяют, что угрозы вторжения нет, стратегический оборонный обзор выявил уязвимость критической инфраструктуры перед враждебными государствами. Россия в последние годы проводит гибридные атаки в серой зоне на западную инфраструктуру. Как минимум 17 человек, в основном женщины и дети, стали жертвами пожара в Индии. Трагедия произошла в городе Хайдарабад. Огонь охватил трехэтажное здание. По данным индийских СМИ, в доме были обычные квартиры и офисы. На момент записи выпуска городские власти сообщали о гибели 8 детей и 9 взрослых. Предварительно причиной пожара стало короткое замыкание на первом этаже, где располагался ювелирный магазин. Огонь быстро распространился, блокируя единственный выход из здания. Узкая лестница затруднила эвакуацию, и многие жильцы оказались в ловушке. Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования семьям погибших и пообещал финансовую помощь от государства. Я был со своим другом, мы прогуливались возле Черминара просто так. Мы подошли поближе и увидели, что повсюду был дым, очень сильный дым. Две женщины кричали: «Брат, брат, спасите, там мои дети, там моя семья». Мы спросили, где выход, и они показали путь. Мы открыли закрытые ролеты и вошли внутрь. Мы ждали там целый час, пока не приехала помощь, пожарные машины и все остальное. Мы пытались спасти как можно больше людей. В одной комнате все, женщины, мужчины, были мертвы. Полиция Нью-Йорка занимается расследованием трагедии Бруклинского моста. Главная цель – выяснить, как мексиканский военный парусник врезался в легендарную переправу. Огромное парусное судно, на борту которого находилось 277 курсантов и офицеров, протаранило знаменитый Бруклинский мост еще накануне. Столкновение было настолько мощным, что мачты судна с грохотом сломались о металлические конструкции моста. На опубликованных в соцсетях видеозаписях видно, как люди, гулявшие по набережной, в панике снимают момент удара. Некоторые моряки оказались подвешены на обломках мачт, едва не сорвавшись в воду. Уже известно, 2 членов экипажа погибли, десятки получили травмы. Все пострадавшие находились внутри корабля. За борт никто не упал. Движение по мосту было временно перекрыто. После обследования инженеры заявили, мост выдержал. Сейчас он снова открыт для транспорта. По предварительной версии, у Куатемока отказала силовая установка. Судно стало неуправляемым прямо перед столкновением. Эксперты не исключают человеческую ошибку или технический сбой. Корабль, названный в честь последнего ацтекского императора, находится в строю уже более 20 лет. Каждый год он выходит в учебное плавание с выпускниками военно-морского училища. В этом году путь Куатемока начинался в Акапулько, а конечной точкой должна была стать Исландия. Друзья, спасибо вам за комментарии и за поддержку лайком. Новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.